Приветствую всех! Сегодня у меня здесь бамперы для Yotaphone 3 с AliExpress. И что же мы видим внутри? Пакетик с чем-то там и сам бампер. Так, коробку убираем, смотрим. Здесь в пакетике у нас вот такое вот колечко на самоклейке. Видимо, его надо приклеивать к бамперу сзади. Посмотрим попозже. Ну и сам бампер. Давайте посмотрим его. Так, защитная пленочка. Куда-то. Какой-то бриллиант или изумруд. Даже не знаю, чего они хотели этим сказать. Салфетки. Ну и сам силиконовый бампер. Вот так он выглядит. Я попробую его одеть. Получается как-то вот так. Сидит он хорошо и плотно, держать его удобно, но здесь нет выреза под задний экран. Я не знаю, умышленно это или по недосмотру, но его здесь просто нет. Есть вырез только под кнопки. Давайте попробуем, посмотрим, как это работает. Надо сказать, что тач через чехол работает нормально. В таком виде даже можно попробовать почитать. Выглядит это вот как-то так. Тут в комплекте есть еще вот такое вот колечко, по всей видимости. Они имели в виду, что его нужно приклеить на заднюю сторону для того, чтобы смартфон был удобнее держать, либо использовать это колечко в качестве подставки. Но я, наверное, не буду это делать. Стоит сказать, что сам силикон не очень прозрачный, и со временем он еще и помутнеет. Плюс к тому под него начнет попадать пыль и всякий другой мусор из карманов. Это будет все выглядеть не очень красиво. Поэтому я, наверное, сделаю следующее. Попробую вырезать отверстие подходящего размера. Итак, после того, как я поработал ножиком, получился вот такой вот результат. Сейчас я его примерю. Кажется, так намного удобнее. Больше похоже на то, что было на Yotaphone 2. Это один из немногих вариантов бампера на Yotu 3, который можно найти на AliExpress. Если вам кажется, что оригинальный бампер слишком толст, этот бампер, конечно, намного тоньше, чем тот, который идет в комплекте. Ссылка на продавца в описании под видео. Спасибо за внимание.